Пацаны вообще ребята, если честно. Едем мы наглые такие. Надеемся, не будет перегрузки. Да, смотрите, люди. Что number? Perfection. Парковаться, зарабатывать мне деньги уже. Поэтому надо думать наперед. 20 минут и мы приедем на второй пикап. Пацаны вообще ребята, смотрите на них какие крутые. Все, наконец-то мы начинаем ехать. Взяли груз быстро. Заняло 2,5 часа, чтобы мне только дали пикап number. Представьте вы это себе. Так, нас сейчас будет немножко... GPS не показывает правильно, как надо, а мы пойдем, как мы заехали. Всегда, когда вы приходите в непонятные ситуации, лучше потратьте 5 минут экстра, но выезжайте тот же так, как вы заехали. Потому что это 100%. Вы сделали это, и значит, что вы тоже сможете выйти по той же дороге, плюс-минус. Видите, и трак GPS показывает, что нам надо налево после этого, а мы будем ехать дальше прямо 2 майла, чтобы мы смогли выйти нормально на Interstate. Потому что если влево, то непонятно, что там. Видите, он даже перенастроился сам вот сейчас. Потому что мы не хотим ехать через центр города, через даунтаун. Мы проедем по его окраинности, где намного меньше полицейских, проблем и с маленьких улиц. Видите, здесь три полосы в одну сторону. Поэтому мы... А параллельная стрит идет то же самое, но в другую сторону. Видите? Она сейчас будет двухполосная. И вот, видим уже другой трак, который ехает. Значит, здесь все будет нормально, видите? И иногда по центру города нам, дальнобойщикам, нельзя ехать вообще. Так, еще майл. Ну, плюс-минус мы уже хорошо едем. Покажу, когда я уже до второго пикапа. Надеемся, не будут перегрузки. Видите, насколько узкая дорога. Но это дорога к Интерстейту. Никто бы не догадался, да? Но вот такая. И это Норт-Каролайна, где типа здесь большие дороги. Не всегда так, ребята. Иногда здесь даже похуже, чем по Нью-Йорку. В некоторые города я ехал, там и не мог делать повороты направо вообще. Потому что смотри, как они делают. Видите, они ставят электрические эти сразу. И невозможно сделать повороты направо. Вот здесь то же самое, видите? И поэтому надо думать наперед, хотя бы на пару майлов вперед всегда, что мы будем делать. Всегда. Изучайте местность. И вот здесь магическим образом все становится большое, великое, американское. До тех пор мы ехали по Европе, сейчас наконец-то. Вот. 2 полосы в одну сторону. Большой газ-стейшн направо. Dealership on left. Вот как надо поступать, когда трафик. Видите, здесь одна полоса-то правая закрывается, а левые все стоят. По закону американцы думают, что надо сидеть на левой. Но сам закон говорит, что мы должны как максимально больше на этой сторону, потом выезжать в линию. Почему? Потому что если только одна линия, смотрите, какой трафик делается. Это просто ужас. Смотрите. А так, формируются 2 линии, и вот сейчас мы выезжаем, заезжаем, все дела. Намного комфортнее. Нам еще 55 майлов до пикапа, мы точь в точь, они в 3 часа там закрываются, я в 3 часа там arriving. И загрузит меня, не загрузит. Вы как думаете, ставим ставки, загрузит или не загрузит? Загрузит. Потому что меня поймут в Алди, а там опаздывать нельзя даже на 15 минут. Так. Едем мы наглые такие. Наглые ребятишки. Кто нас заметит? Никто нас не заметит, надеюсь. Так, сейчас включаем поворот типа: ой, простите, я не знаю, что случилось. Просто надо влево. Как так? Пожалуйста, пропустите бедного иммигранта.
потому что трудно. А вы знаете по поводу Арканзаса, там, если ты не умеешь говорить по-английски и писать, тебе $5000 штраф сразу дают. И вот. Вот. Так. Так. А здесь после вот этих всех ураганов, дождей, которые вы смотрели по новостям, вот убирают. Видите, сразу убирают. Но закрыли целую линию. Я не знаю, почему они это ночью не могут делать. Делают днем, когда самый большой трафик всего. Вообще ненормально. Куда смотрите, люди, дорогие? Но я понимаю, что они хотят, чтобы им платили меньше, потому что дневная смена дешевле в 2 раза, чем ночная. Поэтому им по барабану на людей, которые туда-сюда едут, но зато штат экономит. Ведь как бульдозер берет, все ломает до мелочи. И вот так, ребята, едем, ускоряемся в бесконечность и далее. Смотрите, как красиво, словно змейка, но идет в гору. Как вам так? Хорошо, что я сейчас не особо погруженный. No trucks. Вот 9 майлов только вот таких гор. А? Представьте себе, ребята. В гору. 9 майлов. Это где-то получается сколько? 15 километров. Вот. О боже. Но выглядит все красиво. А сейчас еще позеленеет, все станет красивенько. О боже, как я люблю, когда уже погода будет лучше. Вот в маечке так посидеть. Вот, у меня начинается. Короче, я буду смотреть за датчиком тепла. Буду фокусироваться на дорогу. Нам еще 20 минут. 20 минут, и мы приедем на второй пикап. 20. И вот мы дошли до верха и едем вниз. И самое опасное, это когда нету тормозов. Но я люблю... Вот мне один реднек сказал, американец, с какой скоростью ты поднимаешься, вот смотрите, со той скоростью ты должен спускаться с горы. И у тебя никогда в жизни не будет проблем. Да, ты потеряешь экстра 5 минут на гору, экстра 3 минуты, но будешь в безопасности. Так. Все, едем. И вот, ребята, самая опасная часть. Как я говорил, мы ехали вверх, а сейчас вот 3 майла 6 градусов, то и 2 runway trumps. Это когда ты не справляешься со скоростью, ты идешь на рампу спасти свою жизнь. Хотя потому что ты глупый или дебил и не умеешь читать по-английски. Вот, да? Видите? Нам сказали, мы почти empty, нам можно немножко быстрее. Но скорость 20 майлов в час, да? Вот я включаю engine brake сразу. И смотрю, держит 35, видите? Это потому, что я вообще, у меня 2 палета, это ни о чем вес. Я в любую секунду могу нажать на брейк. Или еще увеличить engine brake. У меня на первый левел. Всего лишь 3 левела. И первый самый слабый. Видите, вот понемножку набирается. Но не критично. Я вот сейчас поставлю второй левел. Бак. Начинаете слышать другой звук, это значит, что, видите, и уже, если скорость уменьшается, значит, я выбрал правильную 9-ю скорость, потому что я легкий и будем легко идти. Знаете, без проблем. Я даже ни разу не нажму на брейк почти. Вот, первый runaway ramp. Видите, у нас опять идет 18 тысяч оборотов, идем немножко вниз и вставляем опять первый режим. И смотрим, допустим, прикиньте, вы едете, короче, не справляете скорости, что вы делаете? Так, сразу смотрите направо и езжаете прямо вот так наверх. И там используется песок, который останавливает колеса. Знаете, потому что трак идет засыпается, и он идет нормально так, останавливается. Но это очень опасно. Вот видите, опять 19, давай на вторую скорость брейка. И сразу идет вниз. Сразу. Все, опять ставим в первый режим.
И вот безопасность. А когда я тяжелый, я вообще с 6 скорости еду. И тоже стараюсь, чтобы только engine brake работал, и чтобы он смог останавливать машину, знаете. Потому что по-другому здесь очень быстро можно сжечь тормоза. Очень быстро. Видите, еще одна runaway ramp. И так много видосов, может, здесь появится, как люди уходят. Потому что просто из-за глупости и не следовали за инструкциями, которые есть у каждой горы. И у каждой downstairs и upstairs. Понимаете? Везде есть инструкции. Но люди выбирают, они спешат или что-то там, бла-бла-бла. Видите, здесь даже уменьшается это. Я вообще снимаю брейк, потому что уже здесь не такой наклон. Но жду до 18 тысяч оборотов. Когда будет, включу первую скорость. Вот сейчас, видите? Все, я включил. Но смотрите на горы, ребят. Теннесси. А? Другой мир. Здесь живут черные реднеки как-то не вместе. Но здесь очень большие crimes происходят, которые я бы не чувствовал себя в безопасности жить в этой эрии. Почему? Потому что здесь безработица очень большая. Да, чтобы вы понимали, в Чикаго сейчас снять таунхаус $2000 и выше, а здесь снять за 1000 можно, понимаете? И здесь тянется весь плохой контингент бедных. А бедные люди это что? Это кто хотят всегда что-то подзаработать, красть, не палено, понимаете? И поэтому надо быть очень осторожным в таких штатах. Даже в тракстапах здесь, вот еще один runaway ramp, давай покажу вам. Видите, но это уже немножко по другой, под углом. Не знаю, если ты с большой скоростью, ты перевернешься или нет. Если не перевернешься, то тоже пойдешь. И там, смотрите, недавно использовано. Видите след от колес? О май гад. Это недавно использовано. Вот видите, у нас увеличивается, значит мы делаем второй левел. И я ни разу не нажал на брейк. Ни разу. Да, я медленно, 40 миль в час. Но ничего. Лучше безопасность. Опять рад спускаем. И вот так едем. Давайте я уже покажу, как будет на пикапе следующем. Надеемся, без особых проблем, быстро. Все будет работать. Чао. Подписывайтесь! Пацаны вообще, ребята, смотрите на них, какие крутые. Вот что значит деревня в Америке, ребята. Байки, всякое здесь. Все в хлам. Пикап-траки старые. Вот что значит сама настоящая деревня в Теннесси. Пипец. И вот здесь нам налево. Но надо очень широко, видите? Очень узко. Да. Проверяем температуру. Видели, как там ребята катаются? Круто. Школьный автобус вообще. Но мы сейчас находимся в middle of nowhere, честно. Я вам покажу, где я нахожусь через 3D Maps. Отправлю локейшн. Вы охренеете. Два палета там, ребят. Не судите меня строго, просто холодно.
Нас попросили сдать колеса назад полностью. Сейчас нам надо choke the tires and we'll be good. Все, ребята, сейчас просто будем ждать, когда нас скажут, что можно идти в бой. Пока что отдохнем, сделаем план, как нам надо ехать дальше, все дела. The first one you left inside. One? The first one is single, and then No, the bar. I have 2 bars. you have. Oh yeah. The first one is on the up. Okay. Do you know how heavy is the load? 24,806. Okay. Yeah, hopefully I'm not gonna be overweight on the axles. I did single, double, single. I think we'll be good. You usually load them like that? Yeah. Okay. But the carrier signature, please. Perfect. If you don't mind, can I have your date, please? Perfect. Thank you. And the cell number? Perfection. Thank you. Thank you very much. Have a wonderful day. It's yeah. Сейчас проверяем пины. Все, более-менее нормально. Ребята, мы готовы ехать дальше. Вот старые дома. Очень опасный поворот. Как вам такой сосед, чтобы у вас был такой сосед, а? Но трава зеленеет и понемножку чувствуется, что приходит summertime. Ведь опасность. Феликс сидит на дороге. Я должен выбрать перейти в левую. Всегда переходите налево, потому что он может выйти, он прямо на линии сидит. Видите?
Видите, какой вид? Сколько бы денег это стоило, чтобы увидеть, поехать, взять свободный день, там пару дней, чтобы прийти, чтобы смотреть на такой вид. А я еще и зарабатываю деньги и еще наслаждаюсь видом, а? Че не работа мечты? Я не знаю, кто против трак-драйвинга. Я уже где-то 10 лет занимаюсь этим, и это... Я люблю эту работу, если честно. Реально кайф. Лучшие работы я не знаю. Смотрите, как красиво все. О май гад, вот, ребята, я почти на деливере. Вот у этого Aldi. Он не самое лучшее место для деливери, но надеемся, что все будет окей. Потому что я уже уставший. Смотрите, здесь все ночь. Сколько у нас время? 11 вечера. И я проплатил, ребят, $26, чтобы припарковаться. О боже, парковка $26 в Далласе. А в Даунтаун Даллас тоже есть Ешка. Они сказали, что там $50 парковка. Я не представляю, как можно зарабатывать сейчас с этим маркетом и платить такие цены на парковку. Просто. Но пока что ждем, чтобы вот эти чуваки подвигались. Потом мы сделаем большой поворот, чтобы зашли. Потому что бордюр, очень много на него наезжают люди. А я буду всегда думайте, как будете заходить и выходить с локейшена. Всегда. Это вам поможет намного меньше проблем, намного меньше с колесами проблем вообще по жизни. Советую. Думайте, прежде как двигаться. Вот до линии дойдем. Все. Hello there. Hey, boss. Can you take that? Just come by the shack really quick, and she'll have you sign and date your paperwork, and then after that, you'll be all good to go. Нам дали дверь 86-ю. Давайте быстро пойдем, припаркуемся. И надеемся, что все будет беспроблемно. Потому что здесь очень много движа сейчас происходит. Слишком много. Мне дали 86, это полностью on the back. И может быть там будет легко парковаться. Посмотрим. Hey boss, how long you staying here? They give me the door 86. How much tempo é aqui? Say what? You speak English? Nobody called me. Nobody call you? I don't know. How long you here? What's your 1 hour? Yeah. Are you empty? Yeah, stick low. Pick it. Yeah. Поёб. Вот, ребята, блядь, реально, чуваков, которые не знают английский, пошлите вы нахуй, блядь, долбоёбы.
Нахуй вам здесь делать? Что вам делать здесь? Ведь он ничего не понимает, что, как. Check if you're empty or not. Empty. Okay, just take it a moment. Just get out. Alright, then you want me to sit. Okay. Еле-еле вот. Конечно, он двигает свои колеса. Двигайся, босс. Не надо парковаться. Зарабатывает мне деньги уже. Сейчас быстро снимем сил, но всегда снимайте с телефона. Вот так. Вот так. И где мы находимся? Все, груз сидит нормально. Так. Всегда так быстро, быстро, быстро. Чик-чик-чик.
Все, мы сделали дело. И можно спать смело. 11:06. А у меня appointment был где-то в 12. Честно, заебись. Сори за такое произношение английского, но день проходит нормально. Дай бог, что все разгрузили и без проблем. Не знаю, что за Aldi, но такого у меня очень... Видите, там красное. Это значит, они уже работают над разгрузкой. Вау. Ребята, пацаны вообще ребята, если честно.